Сегодня вечером здесь. I've known Tony a few years now, and he's a wild man. Я знаком с Тони уже несколько лет, и он такой, он особенный человек, диковат. I appreciate his zeal for God, don't you? Я очень ценю его ревность по Богу. It's a great privilege to know you personally tonight. И для меня огромная привилегия сегодня вечером лично с вами познакомиться. I've asked Jacob, who's one of the young men in our church, to say a word to us about his experience with the Bible. Я попросил Джейкоба, молодого человека из нашей церкви, чуть-чуть коротко поделиться с вами о том, как он пришел к своему пониманию Библии. Please bear with me while I try to explain my Bible reading experience. Пожалуйста, вы будьте терпеливы, милостивы ко мне, снисходительны, пока я пытаюсь вам объяснить то, как я читаю Библию. Before 12 months ago, I was not reading my Bible necessarily like I should have been. Примерно год тому назад я не читал Библию так, как должен был ее читать. I might have read it maybe 3 times, 4 times a week. Я, может быть, читал ее 3-4 раза в неделю. And sometimes maybe not even at all. А иногда, может быть, вообще не читал. This affected how I read the Bible and what I got out of it. И это в результате это было связано также, это отражалось на том, что я получал из Библии. Because I wasn't reading the Bible like I should have been, I was only getting a general foggy idea of what the Old Testament and New Testament authors were trying to say. И поскольку я не читал Библию как должно, у меня были лишь смутные общие представления о том, что говорит Ветхий Завет и что говорит Новый Завет. Which kind of forced me into this deadly cycle, I think. What's that? Cycle deadly? It's fine. Bloody apple. В результате я оказался в этом замкнутом кругу, в ловушке. Because I wasn't reading the Bible as much as what I should have been, I wasn't enjoying and understanding what I was supposed to be understanding out of the Bible. И поскольку я не читал Библию столько, сколько надо, я не понимал в ней то, что должен был понимать. Because I wasn't understanding, I didn't want to read anymore. Поскольку я не понимал, вот замкнутый круг, поскольку я не понимал, то я и читать не хотел. And this just kept going on and on and on. И оно так и продолжалось. I'm sorry. Fortunately, I became a part of a group called the Mueller Center. К моей большой удаче я стал посещать одну группу. And we were required to read the Torah, the first 5 books of the Old Testament, and every 2 weeks, and Matthew every week. И в этой группе у нас была такая практика. Нам нужно было каждые 2 недели читать что-то из Торы, из Пятикнижия Моисеева, и каждую неделю что-то из Матфея. Which averaged around 3 hours a day, I think. Таким образом, в среднем у меня уходило на чтение Библии 3 часа в день. Надо понять. So, I lost my train of thought. So, all of a sudden, I experienced the Bible like I never had before. Короче говоря, вдруг я понял, что Библия это что-то совсем не то, чем она была для меня раньше. All of a sudden, the Old Testament and New Testament authors made so much more sense. Совершенно неожиданно для меня я стал понимать гораздо больше из того, что пишут авторы Ветхого Завета и Нового Завета. First, in a general context, and even the smaller points that they were trying to make, it all wrapped up together. Как-то все начало обретать смысл, как в более широком контексте, так и отдельные мысли какие-то, которые я стал видеть там. Into this main point, pointing to Christ. И я стал видеть гораздо четче во всем этом Иисуса Христа. Starting from Genesis, at the sin of man, начиная с бытия, с грехопадения человека, up through the line of Judah to David, и далее через льва Иудина и Давида, and on to Christ, и and далее his death самого on the Христа, cross. его смерти на кресте. So a point that I just can't stress enough. И та мысль, которую я очень хочу передать,
is the importance of reading the Bible as much as you can. Это необходимость читать Библию как можно больше. Because first, reading the Bible will become so much more enjoyable. Потому что прежде всего чтение Библии станет гораздо более интересным. And it will make so much more sense in a general context and specific context. И также понимать вы будете гораздо больше, как в общем, так и в деталях. That's it.